Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что дождались наш сегодняшний прямой эфир с Сергеем Станкевичем. Он на связи. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, приношу извинения за задержку. По техническим причинам что-то было со связью, но надеюсь, что ваше терпение, дорогие зрители, будет вознаграждено. Напоминаю, что я миротворец, христианский пацифист. Я приглашаю вас к себе на телеграм-канал «Станкевич объясняет». Все, что мы здесь не договорим, мы сможем продолжить там. Там довольно большая, в том числе и российская, и украинская аудитория. А теперь поехали. Да, друзья, как всегда, прямой эфир – это возможность прежде всего с вами пообщаться, поэтому QR-код, который видите на экране возле меня, это возможность и канал поддержать, и прямо на экран написать, чего хотите. Если, ну так уж, вы хотите вдумчиво, заблаговременно подойти к вопросу, то для этого работает клуб зрителей Шелеста, закрытое телеграм-сообщество. Спасибо, что туда тоже добавляетесь. И абсолютно открыто в сообществе YouTube есть возможность вопрос задать, который прозвучит в финальной части программы. Точно так же, как и общение с чатом. В чат писать вопросы пока не стоит, они улетучиваются со временем. Ну, а вот проголосовать в вопросе сам Бог велел. Вопрос сегодняшнего эфира такой. Что из перечисленного может заставить Зеленского отдать России Донбасс? Варианты. Кнут Путина, пряник Урсулы, доброе слово Трампа или ничего. И, собственно, это главный камень преткновения. Давайте начнем с этой темы, потому что она у всех на устах. И по-настоящему, сколько Зеленский не говорит, что он ничего никому не отдаст, столько, собственно, пресса и пишет разные источники, ссылки на них делает, что, в общем-то, вот так, эдак. Даже сегодня такой был с утра прям инцидент. Financial Times пишет, что вот... Значит, Штаты готовы обменять гарантии Штатов для Украины, да, в обмен на выход ВСУ с территории Донбасса. Позже Левит, пресс-секретаря Белого дома, Келли говорит, не-не-не, это все ложь и профанация, поэтому врут всякие источники со своими изданиями. Однако этот вопрос кажется краеугольным. Как его реально ли разрешить? И как бы вы ответили на вопрос, что может помочь или как заставить, или подтолкнуть Зеленского к этому решению? Я бы дал свой ответ. Реальность. Вот для той ситуации, в которую попал Зеленский, у него много всяких мифов, и которые он излагает, и которые вокруг него роятся. Да? И вот для человека, живущего мифами и во многом питающегося мифами, крайне болезненно, но очень необходимо биться лбом о реальность. Вот он будет дальше биться лбом о реальность, и она заставит сделать то, что вполне в его силах, и то, что он должен напоследок наконец сделать. То, что там это самое... зам пресс-секретаря Белого дома что-то опровергла. Во-первых, должность зама – это должность зама, она может не все знать просто. Да? А вот сам факт того, что Вашингтон активно давит в пользу того, чтобы ВСУ полностью покинула территорию Донбасса, это достаточно очевидно. Почему? Есть следующая предыстория. Когда в августе прошлого года президенты России и Соединенных Штатов встречались на Аляске в Анкоридже, там смысл их встречи, который породил знаменитый дух и породил русло, в котором сейчас обе великие державы движутся. Смысл стал следующим. Мы, две великие державы, восстанавливаем стратегическое взаимодействие. Мы не будем любить друг друга, дружить, не будем ничего, но мы восстанавливаем стратегическое взаимодействие, в котором будет, да, конкуренция великих держав, но это будет конкуренция по правилам. И, по каким, Сергей Борисович? Правило номер один для конкуренции великих держав: мы признаем наличие у обеих сторон друг у друга законных, жизненно важных интересов. И мы обязуемся эти законные, жизненно важные интересы учитывать и выстраивать некий баланс. Мы учитываем ваши интересы, вы учитываете наши. И на основе этого баланса мы будем дальше строить взаимоотношения. Вот этот принцип был зафиксирован. В этом смысле
И мы можем говорить о духе Анкориджа. А теперь почему возник Донбасс? Когда речь зашла, там ведь речь была не только об Украине, но когда речь была об Украине, со стороны России прозвучало следующее. Да, мы готовы завершить войну, безусловно, военные действия будут завершены, и нужно завершать их сейчас на этом этапе, не доводя до полного разгрома обоих сторон. Нас не устраивает результат, когда будет полный военный разгром, потому что мир, который возникнет после этого разгрома, будет крайне неблагоприятным во многих отношениях. Да? Мы столкнемся с последующей блокадой, мы столкнемся с внутренним сопротивлением, мы получим огромную территорию, разрушенную и с обездоленным населением, которое вынуждены будем потом поднимать самостоятельно, ну и так далее. Это не нужно никому. Мы хотим завершать сейчас. Но чтобы завершить сейчас, нужно некое минимальное партнерство со стороны Киева. Да, Зеленский как бы риторически произносит, что он готов участвовать, но он дважды подводил. Он в 2019 году подвел, когда все у него было в руках. Не он начинал военные действия, не он писал Минские соглашения, но он просто был избран, чтобы их исполнить. Он их не исполнил. Обещал и не исполнил. Он сорвал мир в 2019 году. Он вторично сорвал мир в 2022 году в Стамбуле, когда были соглашения полностью сформированы и даже парафированы. И он сорвет мир и в третий, и в четвертый раз. И вас же Дональд Трамп подведет наверняка, коль скоро вы за него там будете ручаться. И чтобы этого не произошло, он должен не словами, а делом показать готовность к миру на этой стадии. Поэтому надо весь победительный бред завершить. Нужно понять, что война, да, проиграна не до разгрома, но проиграна вот на неком промежуточном этапе. И надо показать готовность фиксировать на этом этапе безусловный мир, а не паузу для реванша. Вот, собственно, для этой демонстрации, для закрепления счета на табло и нужно, чтобы в качестве первоначального, вступительного, ключевого шага ВСУ были полностью выведены с территории Донбасса. Так хорошо, а дальше что? Ну вот тут же, смотрите, ключ. Тут очень важный момент, кардинально важный. Вот вы говорите, это ключ. Ну, ключ получается через капитуляцию. Ну, то есть капитуляция, а дальше будет интересно. Тут же тоже нужно как-то вот понимать условия торга. Опровергнувшие там американцы вот эту историю на официальном уровне, она хоть как-то хоть что-то поясняет. То есть мы видим, что делает Зеленский. Он как бы ловит, пытается поймать вот на растяжке. А вы нас в НАТО возьмите. А вы нас в ЕС. НАТО уже все пролетели. А вы нас в ЕС. ЕС тоже. Ну, типа, какой-то должен быть пряник после войны. И вот эти гарантии безопасности с процветающей Украиной на 800 миллиардов, это вот что-то такое удобоваримое, что каждому можно выйти и сказать: смотрите, да, мы добились вот этого, но пока этого никто не гарантирует, конечно, Зеленский будет на каждом углу кричать, что мы ничего не отдадим и за ценой не постоим. А ему надо на этот вопрос отвечать встречным вопросом. Мы – это кто? Мы – это кто не отдадим? Мы – это кто не постоим? Это вы лично и та корпорация войны, которую вы возглавляете, 15, максимум 20 тысяч человек, присосавшихся к войне как к единственному источнику дохода, благосостояния, пребывания у власти и безнаказанности. Вы это про себя говорите? Я вернусь к теме капитуляции. Да, это капитуляция. Это абсолютно необходимая капитуляция. Но чье? Нет, но чья капитуляция? Стойте. Капитуляция, ну подождите, да. Это капитуляция уже как бы страны. Нет. Нет, смотрите, когда государство отдает территории без боя, и это только, вы же только что сказали, это только первый шаг, а дальше будет интересно. Ну, то есть, да. вот дальше уже будет очень... То есть дальше будет главное.
Подождите, никто не знает, будет это главное или нет. Ты отдаешь Донбасс, а дальше мы вас будем гнуть, вертеть, нагибать, рвать, делить, забирать, грабить, растаскивать. Ну, понятное дело, что просто, может быть, никто ничего не предлагает Зеленскому из реальных предложений, поэтому он так себя ведет. Не оправдывая Зеленского, я просто задаюсь таким Зеленскому вопросом. никто ничего не предлагает, это точно. Значит, давайте разберемся все-таки, кто капитулирует, а кому что-то предлагать надо. Мгм. Да, для вот этой корпорации войны, то есть для Зеленского ближайшего окружения и тех, кто сделал ставку на войну, еще раз скажу, что в корпорации где-то 15-20 тысяч человек, это и Киев, и регионы, люди, которые глубоко замазаны в крови этой войны, люди, которые замазаны во всех делишках коррупционных вокруг этой войны, люди, которые сожгли все мосты и у которых нет никакого будущего в послевоенной Украине, да, вот эта корпорация, которая держит в заложниках сейчас остальное население Украины, не дают ему даже голос подать в пользу мира. Вот эта корпорация, да, она должна капитулировать. Капитулировать в том смысле, что ее деятельность на исторической авансцене на этом заканчивается навсегда. И в будущей послевоенной Украине у них нет места. В лучшем случае они могут рассчитывать на амнистию, и то далеко не все. Вот они должны, да, капитулировать. Что касается страны, что касается народа, то здесь не идет речь о какой-то капитуляции и о какой-то сдаче позиций, после которых будут там рвать, продавать, отбирать и так далее. Нет ничего подобного. Должна прийти новая адекватная власть, которая будет отражать вот эту коллективную волю украинцев к миру, назревшую давным-давно и вот просто находящуюся под прессом вот этой самой корпорации войны и таким репрессивным прессом и цензурным прессом. Значит, да, переходное правительство наверняка будет стабилизационный период, это будет правительство технократов, может быть, будет использована идея Трампа с Советом мира или не будет использована, это надо решить отдельно между великими державами, но точно должен быть некий технократический, простите, кабинет, который возглавит вот этот самый стабилизационный период на 6-8 месяцев. Сразу кидаться в выборы после прекращения боевых действий нельзя, надо убедиться, что все воинские части выполнили приказ о прекращении боевых действий, что все они отошли на отведенные им какие-то позиции, что происходит сдача тяжелого вооружения и так далее. Сдача кому? Нет атаманщины, сдачи своему, так сказать, этому самому переходному стабилизационному кабинету, разумеется. Вот, что нет никакой атаманщины, что никто не поднял мятеж в тех или иных районах Украины, а если подняли мятеж, то что с этим делать, тоже нужно решать. Все это займет, вот эта стабилизация посткризисная, да, где-то 6-8 месяцев. Потом, да, выход на выборы. Мы говорили уже об этом. Президентские выборы сначала надо проводить, совмещенные обязательно с референдумом по основным положениям мирного договора, чтобы президента избирали не в качестве вольного казака, который может куда угодно повести теперь опять страну, избрали для одного, для мира, а поведет опять к новой войне. Вот чтобы этого не случилось, одновременно с избранием президента происходит референдум, и он получает на руки вместе с документом о президентстве, новый избранник получает на руки вот этот самый текст основных положений мирного договора и обязан все исполнить. Вот такой путь. Нет, если объективно смотреть на вещи, если отвлечься от всего победительного или риторического бреда о какой-то там ничьей, которую можно зафиксировать, и чтобы обе стороны там куда-то отошли, ничего этого не будет. Признаем реальность. А реальность такова, что война проиграна просто не до конца, не до капитуляции, не до полного военного разгрома. Если не остановиться на этом этапе, да, будем так и ползти медленно до полного военного разгрома. Но этот выбор никому не нужен.
ни России, ни народу Украины. Может быть, он нужен как некий спасительный плод, чтобы еще немного попановать вот этой корпорации войны, но я не вижу никаких причин, чтобы давать им такую возможность. Немножко непонятно. Вы говорите, Зеленского никто не спрашивает, в одночасье... Никто не будет ничего подписывать. С ним никто не будет вести переговоры. Смотрите, в одночасье как бы все жмут Зеленского, чтобы он отдал тот или иной приказ. Потому что приказов отдавать некому в этой стране, и это все прекрасно понимают. То есть это прямое противоречие, прямое вот это вот, скажем так, использование отрицательной субъектности Зеленским. И более того, ну, давайте как бы откровенно, вот, значит, вот тот образ будущего, ключом к которому, вот вы сейчас обрисовали достаточно в красках, подробно, типа, что вот как бы, как видится, это кому задача? Трампу? Трамп этим заниматься не будет. Кому? Европейцам? Европейцы тоже особо этим заниматься не хотят. Британцы так будут делать, как вы описали. От России мы вообще не видим никакой, скажем так, плюс-минус внятной картины будущего для страны Украина. И ну, нет будущего. Более того, скажем так, есть жесткий набор условий и разговор в условиях там, поражения. Вот вы сегодня очень часто повторяете слово «разгром». Разгром-то разгром. Но сейчас получается очень интересная картина. Получается, что страна разгромлена, а вот это... Нет, это еще не состоялось. Нет, а вот это ВСУ, да, которых Зеленский собирает, анонсирует Е-баллы, вручает Ляшко награду, как дроноводу. Короче, дрончикам вчера уделял внимание. Много Зеленский говорил высокопарные речи о том, что вот, мы там впереди, мы должны быть быстрее, мы должны быть активнее, мы там такие, мы такие бравые. Получается, идите что... и умрите за меня. Нет, да, получается, у них все более или менее. А народ гибнет, страдает, и на Троещине будут рыть эти ямы выгребные и в туалет ходить на улицу. В палатке греться и на улицу в туалет ходить. Так кого тогда победила, собственно, Россия и разгромила Россия, чтобы ей отдавать Донбасс? Значит, Россия победила в этом конфликте, выиграла его, победила в этом конфликте в той мере, в какой позволяла вот эта установка, что это не чужая территория, это не чужой народ. И мы не заинтересованы в том, чтобы, в отличие от вашего нового министра обороны Федорова, чтобы убить как можно больше и разрушить как можно больше. И таким образом пройти вперед гораздо быстрее, много разрушая и много убивая. Вот это нет, этого нет в установке России, в ее плане на военные действия. Этого нет. Да, это победа именно над корпорацией войны. Именно над вот этой бандеровской группировкой, которая сейчас идеологически доминирует над Киевом. Вот с ней конфликт. Причем конфликт принципиальный. Конфликт, в котором нет места компромиссу. Вот ни с бандеровской идеологией, ни с героизацией бандеровщины как основы, как некого стержня, идеологического и государственного стержня для будущей послевоенной Украины. Здесь нет места для компромисса. Это все должно уйти. И этому всему, да, даются гарантии опасности. Мы говорили как-то с вами об этом, что одновременно от России должны исходить два документа. Это о гарантиях опасности для бандеровщины, для всех приверженцев этой идеологии, этой практики. Так? В разных видах, в разных сферах, везде, где она проявляется, вечные гарантии опасности. И, наоборот, гарантии безопасности там, где ничего этого нет. Тут не так сложно все это реализовать в будущей послевоенной Украине. Это всего там 3-4 нет. Да? Не приближать, не размещать, не провоцировать. То есть не приближать враждебных военных блоков, не размещать военных баз войск
оружия на этой территории, не провоцировать соответствующей какой-то бандеровской идеологии, присутствием бандеровских партий в политике и провозглашениями какого-то реванша, глумлением над русским языком, русской культурой, православной церковью. Это минимальный набор всего лишь запретов, которые надо соблюдать, а никто остального позитивного, что можно, диктовать не собирается. Это спокойно собрались, избрали парламент, назначили правительство, решили, спланировали, реализовали. Причем вся эта возможность уже была. У нас был уже большой договор 1997 года, который начинал работать с 1998 года. Он уже был о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Вот к этому состоянию и надо вернуться. Я почему упоминаю частенько вот этот договор? Перечтите его, нынешние украинцы, перечтите, нынешние политики Украины. Возьмите этот текст. Потому что это не риторика одного из экспертов с экрана, вот так, как вы сейчас это слышите, а это документ, который был сложным образом сформирован обеими сторонами, двумя независимыми славянскими государствами. Он был подписан, и он был ратифицирован парламентами наших стран, и мы приступили к его исполнению о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. И, кстати, вслед за этим договором тут же был, там, по-моему, на 45 или 47 лет продлен статус Черноморского флота в Крыму. Чего вам не хватало после этого? Почему после этого не жилось? Куда потащили вас в НАТО? Куда потащили вас на Майдан после этого? Зачем? Зачем нужно было топтать дружбу, сотрудничество и партнерство уже в закон возведенные? Так вот сейчас, чтобы никто не говорил, что я тут фантазирую, что я какие-то там мифы рассказываю, перечтите этот документ, который уже был подписан, ратифицирован и уже работал. И уже работал, а потом кому-то не понравилось, и все это сломали. И дружбу, и сотрудничество, и партнерство. А мы вернем. Но получается, что без тотальной войны, с уничтожением инфраструктуры, с страданием мирного населения, с исходом из городов, ничего не вернем. О, Господи. Ну, понимаете, вы меня в сложное положение, меня... Так оно сейчас сложное, Сергей миротворца и Борисович. христианского пацифиста ставите. Подождите, вы как Это не мой персональный выбор, понимаете? Вы как Я миротворец... наблюдаю реальность, которую комментирую. Я лично ничего подобного, будь у меня какая-то власть, данная Богом и народом, ничего подобного я бы никогда не позволил. Да? Но я сейчас наблюдаю реальность, в которую у нас уже втянули, в которую мы уже глубоко, уже по уши сидим. И надо выбираться, а не как-то вот витать в фантастических империях и не слушать эту чудовищную ложь, которая несется по-прежнему от официального Киева. Понимаете? Поэтому давайте выбираться из всего этого. Да, вот таким образом, которым я сказал, укажите мне хоть какую-то альтернативу. Вот любой, кто со мной сейчас начнет спорить, там в комментариях или... Так вот вам альтернатива. Тотальная война, других понимаете? риторических там эфирах укажите работоспособную альтернативу, реальную альтернативу, трезвую альтернативу. Вот и получается, что не вижу. трезвой альтернативы, ну, кроме тотальной войны, нет. Тотальной войны на уничтожение, на истребление, на истощение, на изнурение. Но опять-таки тут же есть такой момент. Вы вот эти удары, которые сегодня они продолжились, да, тоже там по Западной Украине били, понятно, попали в ГСМ, то есть нет света, тепла, проблемы со всем этим у населения, плюс еще, ну, то есть война приобретает, вот как вы говорите, потихоньку, вот таким образом, все признаки тотальной, потому что до этого 4 года как-то все были, ну, там, с редкими перебоями, да, а сейчас начнется
перебои с едой, с другими вещами. Опять там туалеты на улице, вот эти все вещи. То есть там альтернативная генерация, кизяком будут топить. Всех гонят быстрее, давайте, пока не поздно, уезжайте, потому что там сейчас перепады температур, мороз, да, вот надо спасаться. Сейчас оно все размерзнется, потом опять замерзнет, и вообще ничего не восстановить. То есть мы же видим, что это как бы не потому, это не к братскому украинскому народу, скажем так, применяется, да? То есть, точнее как, к братскому украинскому народу. А Зеленский и сотоварищи, вот те тысячи человек, о которых вы говорите, они-то в тепле, в добре, на автономном обеспечении и продолжают воевать дальше. Странная война, понимаете? Или странно аргументированные цели. Если мы переходим на практике к тотальной войне, то почему ни одна сторона войну не объявила? Тоже ведь парадокс. Ни юридически, ни каким-то другим образом. Люди задают очень простой, банальный вопрос. Хорошо, сейчас морозы, вот это вот Киев, Одесса, Харьковская область 80% обесточена. Окей. Допустим, завтра конец войны. А кто это будет восстанавливать? Есть кому это восстанавливать? В тотальной войне три элемента. Если уж мы говорим о тотальной войне, переступлю через себя как миротворца. Значит, тотальная война имеет три элемента. Это инфраструктурная война, это война городов и это война против руководства. То есть руководство является целью, мишенью на уничтожение. Вот три элемента. И при этом, при переходе к тотальной войне, есть еще одно дополнительное условие – никаких переговоров. Значит, только безоговорочная капитуляция, ультиматум. Любые переговоры рассматриваются как, так сказать, вот, отклонение, недопустимое отклонение. Значит, вот три элемента. Мы пока видим, да, я вынужден это признать, как это не печально, но первый элемент мы уже наблюдаем, да, инфраструктурная война, которой только было такое точечное примеривание до сих пор, она наблюдается все более и более весомо. Ну, на это накладывается и зима достаточно тяжелая. Но весна не так далеко. Вот прямые какие-то, прямые, с великим сожалением, с великими трагедиями человеческие жертвы, они невелики. После каждого такого налета я смотрю на сводки, там пострадавшие есть, и это очень плохо, но их немного. Вот. То есть это все не приобрело сейчас крайнюю форму. Но инфраструктурная война – это тревожный признак. Это уже шаг к тотальной войне. Пока нет войны городов, и пока нет физической охоты за людьми, входящими в руководство. И пока вот это главное категорическое условие тотальной войны, что никаких переговоров, только безоговорочная капитуляция, тоже не ставится. Переговоры идут, доступ открыт к переговорам, и они вот-вот возобновятся снова в Абу-Даби, в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Что мешает вот там внятно заявить украинским представителям о своей воле к миру? Только одно. Персонально Владимир Зеленский. Он шлет туда инструкции, он постоянно на связи, и он следит, от него там есть смотрящий, он следит, чтобы никто не отступил от этой его инструкции. А инструкция такова: никаких территориальных уступок. А нет отвода войск из Донбасса, значит, война продолжается. И война продолжается еще и в том смысле, что дискредитируется позиция Дональда Трампа. Потому что он недвусмысленно сказал. Он, кстати, когда это обсуждалось на Аляске, он не увидел никакой проблемы здесь. Да вы что? Ну, конечно, надо отойти, да и все. Если это всего лишь нужно для того, чтобы подтвердить серьезность намерений. А чего там? За что там держаться? Там же нет практически населения. Там неизбежно все равно эта территория перейдет к России в ходе боевых действий, если ее просто не отдавать. А тут можно отдать и получить что-то взамен. Вот такой прагматический подход Трампа свидетельствует, что он не понимает некой
дополнительной идейной, цивилизационной и персональной проблемности вот этого вывода войск. Потому что, да, все прекрасно понимают, если Зеленский отдает приказ о выводе войск, то следующим его решением должно быть заявление об отставке. Почему? Он больше Ну вот ничем не смотрите, будет руководить. с вами, например, Разумков не согласен. Он говорит, смотрите, как бы приказ о том, что отвести войска, может вообще даже не Зеленский отдавать. Ну, ну так, Потапеля, опять-таки, это отвод войск. Это не признание там территории, это не остановка там чего-либо. Это, ну как, это просто, ну стояли здесь, теперь стоят вот здесь. Ну, например, это как маневр. Поэтому, собственно, ну это можно сделать. Александр, жаль, что вы не руководите войсками. Эта возможность существовала. Это и надо было, строго говоря, именно так и сделать. Да, да, это вот принято решение о переводе войск на более выгодные позиции. Да, это такой вот оперативный шаг командования. Вот и все. И эта возможность была, но ее больше нет. Ведь кто так драматизировал ситуацию? Кто дополнительную мифологию вокруг нее начал нагнетать? Кто? Это как раз вот свет наш ясный Владимир Александрович это делал. И он уже придал этому такого рода характер быть или не быть гамлетовский. Да? Так вот сейчас уже так не получится, чтобы просто какой-нибудь Сырский отдал приказ. И, кстати, не уверен, что приказ будет исполнен. Это будет еще один дополнительный гвоздь, да, в соответствующий политический гроб. Потом придется заставлять эти войска отойти, если они не послушаются. Да? Так вот, надо Подождите, было... а кто их... Опять мы как крутимся вокруг да около. Если войска не отходят, а кто их может заставить? Интересный вопрос. Не знаю, кто. Ну, смотрите, наступающая сторона, по всей видимости... Вероятно, остановка с поставками вооружений, боеприпасов, разведки, дронов и всего остального. Так с может этого же надо было и начинать, собственно. Понимаете, в чем дело? Вот тут тоже такой очень интересный момент. Значит, сейчас очень такие интересные козни у Европы, и Зеленского, и британского Стармера, да? Значит, они вот выделили вроде 90 этих миллиардов, и как бы, а кто оружие будет поставлять? Европейцы говорят, мы хотим. То есть 90 миллиардов наши, Евросоюза, вот мы будем и поставлять. Стармер говорит, так а как же мои Шторм Шэдоу? Не, говорит, будут наши скальпы. Рютте врывается, говорит, так, все, разойдитесь по углам, война идет, что вы тут начинаете? Надо поставлять и американское оружие покупать за эти деньги. Все, короче, надо покупать, потому что бедственное положение. Но параллельно с этим мы видим, что, ну там, например, немцы говорят, да не, мы не передадим вам еще один Патриот, нам он нужен самим. А другие как бы страны тоже вот ни шатка, ни валга, как чехи, говорят, самолеты, вот эти легкомоторные, которые там сбивают дроны, не-не-не, ну как бы не дадим. Вот и остается, получается, Рафали, вот те, которые в непонятно каком году, за непонятно какие деньги у французов подписанные с Макроном. В общем, ну вот такие проектов таких много, а сути получается все меньше. Может, и смысл заключается в том, чтобы обменять у Зеленского уступки на жесткий ультиматум по непоставкам, ну и какие-то, может быть, бонусы в виде вот этого процветания. Процветание за то, что там кто-то уже называет репарациями. Процветание точно не будет обещано Зеленскому, и он точно не будет рулить этим процветанием. Он не станет его бенефициаром, и тут не надо никаких иллюзий ему транслировать ни в коем случае. Да, какие-то условия по восстановлению Украины после военного конфликта наверняка должны быть сформированы, они точно будут в пакете, который согласуют великие державы, Россия и Соединенные Штаты, но это не имеет уже никакого отношения к Зеленскому и его корпорации войны, это точно. Что касается
вот европейцев поставок вооружений, боеприпасов и так далее. Сейчас происходит болезненная ломка в Европе. Вот все, что вы описали сейчас, все эти внутренние противоречия, даже склоки, вот сначала выделили на словах деньги, 90 миллиардов. Кстати, пока не сформирован вот этот денежный фонд в 90 миллиардов. И там же нужно было, видимо, выпустить долг общеевропейский, за который вся Европа отвечает, да, в виде облигаций или каким-то образом иначе оформленный долг. Потом этот долг должны были продать, и его должны были выкупить или национальные государства, или частные инвесторы типа BlackRock, этот долг. Да, и когда уже будут деньги сформированы, вот эти деньги нужно было в кредит оформить и передать этой самой корпорации войны во главе с Зеленским. Вот весь этот план, они там себе 2 месяца отводили, европейцы, на реализацию этой финансовой операции, но он пока и ныне там. То есть никаких движений серьезных не наблюдается на эту тему. Но, да, деньги уже делят, пока еще не сформирован, из пока еще не сформированного фонда. И действительно столкнулись тут французы с британцами, поскольку по этим долговым обязательствам и по этому заведомо невозвратному кредиту, значит, отвечать будут европейцы и их бюджеты, и нужно будет перед своим народом отчитываться, куда ты, дурень, деньги своих налогоплательщиков угробил заведомо. Это еще надо будет отвечать. А тут оказывается, что еще и деньги эти будут потрачены не на оружие французское или немецкое, а на какое-то британское. То есть даже вот этого аргумента, что, ребята, мы деньги, да, выделили, но мы же потратили на французское оружие, то есть деньги здесь остались. Вот, поэтому я молодец. Я загрузил наши заводы. Мы не отправили кэш туда. Вот. Но даже этого аргумента не будет, если деньги уйдут на оружие американское или британское. Вот поэтому так мучатся сейчас европейцы. И это ломка. Ломка, знаете, после чего? После длительного такого запойного пьянства. Пьянство, где фигурировал жуткий коктейль из французского вина, американского бурбона и британского джина. Вот хватит уже этого коктейля. Нет уже ни Британии в составе Евросоюза, ни трансатлантического партнерства, на котором базировалась эта общая западная оборона. Этого нет. Европа осталась полуголой на холоде вот нынешней тяжелой зимы. И действительно надо находить выход из этой идиотской совершенно, Нет, подождите. совершенно ситуации. Тут же какая история? Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Ну, находят себе выход. Ну, поехали Урсула с Коштой, как Зита и Гита, поехали в Индию. Там их приголубили, подписали договоренности. Нормально. Холодно, говорите? Ничего страшного. Азербайджан качает теперь газ в Европу. Тоже об этой договоренности. Сколько газа качает Азербайджан? Ну, опять-таки, ну сколько? А так не было вообще, да? Ну, то есть... Нет, и раньше было. Было до войны. Всем было известно, что экспортный потенциал по газу Азербайджана порядка 10 миллиардов кубов по году. Это меньше 1/20 потребностей Европы. Поэтому не решит Азербайджан. Да, он заработает на этом деньги, да, у них есть газ, но не решит европейские проблемы абсолютно. Теперь, что касается Индии и Европы. Индия, Европа занималась опять-таки до этих военных действий. И там уже был подписан договор о стратегическом партнерстве. И там уже намечалось очень серьезное торговое соглашение и инвестиционное соглашение. И они хотят его реализовать, потому что там только начальные шаги были сделаны, а основные шаги еще впереди. И сейчас они страшно боятся, что уплывет и это, потому что из Китая Европу выпихивают, наоборот, китайские товары все более уверенно заполоняют европейские рынки, и даже автомобили европейские теснят.
И с этим вы уже ничего, европейцы дорогие, не сделаете сейчас. Это уже никак не поменяешь. А Индия была такой соломинкой. Мы заместим все возможности, потерянные на других рынках, тем, что будем развивать отношения вот с этой восходящей Индией. Можно это сделать? Можно. Но вы не конкурентоспособны пока что для этого. Да? Не конкурентоспособны, вы себе два выстрела в голову сделали. Сначала этот радикальный зеленый переход, да, который первый удар по вам нанес, а потом вот этот самый отказ от доступных по нормальным ценам российских энергоносителей. Под поставки российских энергоносителей была огромная инфраструктура создана. Был годами наработанный опыт, десятилетиями наработанный опыт. И когда у вас развитая система труб магистральных газопроводов и нефтепроводов, то у вас взаимная зависимость. И с одной стороны трубы поставщик, и с другой стороны трубы покупатель. Они взаимно зависимы. Это не односторонняя зависимость. Вот односторонняя зависимость – это от Соединенных Штатов и от их сейчас этого самого сжиженного газа. Потому что США могут вам поставить сжиженный газ, а могут перенаправить. Даже вот так могут контракт с вами подписать, а пока газовозы еще в пути, они могут их в пути уже перенаправить, потому что в этот момент в Азии цена будет выше. И здесь действительно односторонняя сейчас зависимость от американского газа. Куда угодно этот сжиженный газ можно направить. А трубы, в которые вложены десятки и сотни миллиардов, куда угодно не перебросишь. И поэтому это была взаимно выгодная система газовой и нефтяной торговли, от которой вы с дуру, просто свихнувшись, взяли и сами отказались, а теперь добиваете последнее решение замечательного Евросовета, Евросовет это согласовал на уровне глав государств, что к 2027 году полностью закончатся поставки газа из России в Европу. Очень поразительное сходство. Зачем это делать? Очень это поразительное сходство, что Зеленский говорит, что Украина в 27 году обещают ей и планирует вступать в Европейский Союз. Тоже так интересно, то есть опять 27 год, да? Без российского газа полностью, но с Украиной. Хорошая замена. Интересно, что Вадефуль... Не будет никакого вступления, это, по-моему, уже понятно. Вот спросите про вступление Украины, спросите у Виктора Орбана, он вам все объяснит. Пока он еще подзатыльника не получил от Зеленского, он объяснит. А уж после того, как получит, ну тогда он совсем будет благоприятно настроен к этой идее. Интересно, Вадефуль выразилась из АТГ, говорит, 70 миллиардов мы взыщем из Украины за северные потоки, за то, что мы помогали. В общем, что придем к власти, разберемся. Ну, тут как бы, знаете, все, конечно, там посмеялись, говорят, вот она такая нехорошая. Ну, а вы лидера имеете в виду? Да, АТГ. Лидера альтернатива для Германии, Алис Вайдель. Понимаете, в чем дело? Ну, тут же возникает же другой момент, и очень важный вопрос. Это вот к нашей с вами дискуссии немножко выше по поводу разгрома. Да? Когда очередь выстроится? Потому что одно дело там Кристалина выходит посмеяться, рычите как лев по утрам, но никаких субсидий вам на тепло и свет, которых нет, ну и субсидий нет. В общем, вот так. Да? А вы же должны себя бодрить, вот бодрите, вставайте и рычите как лев. Ну, это унижение, понимаете, унижение за унижением. Там идет... Не хватало продолжения. Значит, встали, порычали, как лев, а потом впрыгнули на тумбочку. Потом вот тут я зажигаю горящее кольцо, и вы прыгаете через кольцо. И вот вам вкусняшка в пасть. Вот этого продолжения не хватало. Так вот, понимаете, мне вот интересен момент, когда выстроится в очередь за Украиной, ну, к Украине, за тем, чтобы у Украины что-то отобрать. Кажется, что все прихватизировал как раз-таки Трамп, британцы своими сделками, которые они подписали с Украиной. И отдавать, получается, будет нечего. Сейчас у многих возникает вопрос, а за что война идет, да, собственно? Ну, вот за что? Куда дальше?
Земли нет, недр нет, ну, в общем, ничего нет. Сейчас даже пошла новость, что там энергоатом хотят. Вот этот энергоатом, там, где Миндичи, там, где вот это все дело преснопамятное, даже его хотят там уже частично слить или полностью, в общем. Ну, это давно об этом говорят. То есть все активы уже конкретно всем сестрам по серьгам. Но BlackRock создаст новые рабочие места и поднимет вместе с Трампом зарплату украинцам в 3 раза. Понимаете, невозможно процветание на фоне таких сумасшедших долгов. И никто не задает этот вопрос. Когда нам вот сейчас ходят и кружат вокруг вот этих всех будущих прожектов. Почему? Ну, слово процветание вообще здесь неуместно. А вот восстановление возможно. И действительно, экономики в Украине сейчас нет и не скоро появится. Действительно, война заменила вот этой старой Украине, война заменила экономику. Можно не производить сталь, не сеять и не жать, можно просто воевать, и идет поток, просить, чтобы тебе дали денег, сколько попросишь, столько дадут, сколько нужно тебе на войну, столько и поставят, и зачем еще что-то производить? Зачем еще каким-то образом зарабатывать, если война – это уже военное процветание, это смертельное процветание, процветание для одних и смерть для других, да, она уже как бы налажена, она поставлена на конвейер. Но некоторые активы еще остаются. Например, да, действительно, энергоатом. Да, вот эти атомные электростанции, Ровенская, Хмельницкая, Южноукраинская, это серьезный актив. Серьезный актив, потому что это электроэнергия дешевая, это понятно, как ее получать, понятно, как ее транспортировать. И поскольку нет никакой промышленности, и промышленное потребление электроэнергии отпало, надо только коммуналку снабжать, ну, а это где-то там 10% от производимых мощностей. Так вот, все остальное можно выгодно продавать. В Европу, где цена на электроэнергию благодаря предыдущим манипуляциям утроилась, а по сравнению со Штатами там уже в 4 раза дороже электроэнергия. Да? Вот туда и будем гнать электроэнергию. И сети есть. И атомные электростанции еще лет 20 поработают. Вот оно процветание для узкого круга, который готов сесть на эти потоки. Так что люди знают, о чем говорят. Ну и плюс зерно, конечно, украинский чернозем по-прежнему будет производить. И пшеницу, и прочие зерновые, и масличные, там, и масло подсолнечное, рапсовое будет течь не по улицам городов, из разбитых хранилищ, а будет все-таки экспортироваться. Так что примерно понятно, каким образом вот первые послевоенные годы можно прожить и приподняться от руин, головы поднять над руинами. Ну, а дальше, да, придется все-таки думать о какой-то промышленности, придется думать о восстановлении портов и о других каких-то серьезных экономических решениях и об инвестициях. Но что касается британцев, с которыми там подписано какой-то невероятный договор на 100 лет, он бессмысленен, он не ратифицирован ни там, ни здесь, никаких обязательств серьезных, конечно, послевоенное Украина нести по этому договору не будет. Смотрите, вот по другим обязательствам будет. Смотрите, Сергей Борисович, ну это... Понятно, что вы моделируете это как, в общем, итог большого обнуления, да, перезагрузки, полной перезагрузки вообще территории, понятий и всего остального. И это, в принципе, должна любая война нести перед собой. Сегодня это два таких очень знаменательных момента, просто как параллельная картинка. Путин, годовщина снятия блокады с Ленинграда, возлагает цветы, идет на могилу к своему брату, который ребенком умер во время блокады Ленинграда. Вот, значит, и Зеленский, который отправляется в Бабий Яр, да, сегодня, потому что вот годовщина, мы там чтим и так далее. Вот просто две таких, как историк, да, то есть можно это все сопоставить. Но я хотел бы, чтобы мы как-то переложили это на реальность.
реальность важную. Вот то, что сейчас тенденция, она давно уже, кстати, Зеленский давно бьет в эту точку, ему, видимо, у него есть, у Зеленского, судя по всему, есть какой-то заказ на Беларусь. Это все наблюдали и новогоднее обращение еще позапрошлое, то есть, да, вот того 25-го года, и всю дорогу там, вот Беларусь, вот такие, вот всякие, вот там. С полком Калиновского не шибко вышло в плане каких-то провокаций, военных имеется в виду, да и, видимо, у них крыша немножко не украинская. Ну, в общем, он сейчас активно атакует Беларусь. Шпица упоминает Лукашенко, значит, с Тихановской встречается. И тут, внимание, внимание, с 2015 года белорусская журналистка Кардаш, ну, она в Украине работала, ну, как в Украине, украинская журналистка, как бы белоруска просто, задержана. Причем так, лицом в пол, вот те, которые там марафонисты. Задержана где? Слава Украине, в Киеве. Оказывается, шпионка была. И это уже наталкивает на мысли о тотальных чистках в рядах белорусов. Причем некоторые там связывают это с тем, что Ермак вот был. Ермак как бы уводил эту всю историю, говорит, не надо трогать Лукашенко. Вот он вроде как напрямую так вот не включается в войну. И хорошо, типа вот выставили кордоны, типа там стоим, прикрываем границу с Белоруссией, ну и хорошо, у нас война, там фронт огромный, не надо туда лезть. Ермак вроде как так, да? Всех этих белорусских оппозиционеров гнал в шею. А тут Ермак как бы ушел, и началась другая немножко политика. Причем, ладно, там, острые слова, риторические, там, да, и Лукашенко называл Зеленского гнидой, и тот про Шпица. Правда, там он осечка, конечно, говорит, у белорусского народа меньше прав, чем у Шпица, Умки, Лукашенко. Но тут же это все происходит в день, когда там тянут за руки, за ноги, врываются, из туалета на заправке могут тебя достать. Вот такие у тебя права в Украине, и это все видят. Но пошли дальше, задерживают журналистов и, видимо, начинают, скажем так, очень интересный процесс, раз встречаются с Тихановской. Кто за этим стоит, какие планы, что из этого выйдет, и это как вот главный мейнстримный вопрос. Ну и параллельно это же все равно все приправлено идеологией, да, там вот этими всеми, ну, идеологическим моментом. Да? Сегодня ты вот кричишь «Слава Украине», а завтра ты лицом в пол, потому что это выгодно. Путин у блокадного Ленинграда в годовщину, ну, когда блокада, да, прошла эта блокада, выбили, да, немца, Зеленский возле Бабьего Яра. Ну, давайте с этого сопоставления блокадный Ленинград и Бабий Яр и начнем. День действительно день великой радости на фоне великой трагедии для России. То есть прорвали эту самую блокаду, смертельную блокаду Ленинграда. Там несколько недель шли ожесточенные бои, и, наконец, прорвали, воссоединились войска. И это удушающие совершенно клещи были отведены от города. И, конечно, это будет помнить всегда народ России, но есть разница. И точно так же и народы Украины, и народ России, кстати, будет помнить жертв Бабьего Яра. Вот что касается памяти, здесь все правильно. Но смотрите, какими дорогами шли два президента. Вот Путин к этому мемориалу, посвященному блокаде, не шел по улице Гитлера и проспекту Геринга. Да? Это немыслимо для России. Это кощунственно и чудовищно. И он не говорил «слава героям вермахта», когда находился там, да, у могилы жертв Ленинградской блокады. А Зеленский шел к Бабьему Яру по проспекту Шухевича и проспекту Бандеры.
Он по этим улицам шел, и у него пятки не горели при этом. Он шел к Бабьему Яру. И он там, находясь, а все же знают, кто там помогал расстрелять, кто участвовал в этих расстрелах. А он говорит: слава, героям слава, и к этим героям относит и тех, кто там расстреливал, тем, кто подручными был при этих казнях. Вот разница между двумя позициями, вот разница между двумя символами, Бабьим Яром и вот этим мемориалом жертвам блокады. И от этой разницы нам никуда не уйти. Эта разница показывает пропасть между двумя вот этими политическими платформами. Эту пропасть нам ничем не заделать, надо просто вот эту чуму бандеровскую из Украины просто изгнать. Изгнать, наконец. Теперь, что касается остальных вещей, вот Белоруссии и всего остального. Вот зря, никто же не тянул за язык Зеленского, зря он шпица Умку затронул. Может быть, что-то и было бы прощено со стороны Белоруссии, но вот этот выпад, это точно он зря. Ну, с некоторой иронией, сарказмом я говорю, но почти серьезно. Потому что вот на этот уровень, если он спустился, если он таким образом задевает президента соседнего государства, ну, он действительно сжигает за собой мосты. Зачем? Затем, чтобы, ну, во-первых, его подмывает. Он же привык шутить, он стендапер. Он привык шутить, ему показалась шутка удачной, он ее внутри не может удержать. Это не шутка. Поделиться. Это не шутка, это какая-то план, стратегия, которая вот поднялась откуда-то, и видите... Вот насчет стратегии я сейчас скажу еще два слова. Вот почему. Что в этом якобы стендаперском выпаде, что серьезного кроется. Зеленский сейчас пытается продать некую услугу Европе. Поскольку заказчик американский слился, и Америке ничего от Зеленского не нужно, кроме вот этой финальной каких-то 2-3 жестов, которые он еще может из себя выдавить, и после этого отойти на покой. Больше ничего Трампу, Америке Трампа, от Зеленского не нужно. А вот Европа, которая приняла на себя обязанности по обеспечению этого клиента, оставленного Америкой, Европе он предлагает свои возможности. Он их предлагал в Давосе, мы помним. Топить в Гренландии корабли, да. Ну, не только в Гренландии, видимо, хотя Гренландия пока еще относится, да, к Евросоюзу, хотя и уже и не очень долго. Но и эти услуги, и вообще топить где угодно, какие угодно враждебные корабли. И мы сможем, да, у нас огромная армия, у нас есть опыт, мы сможем защищать вас от России, мы сможем доставлять все необходимые вам неприятности, все проблемы навешивать на соседнюю Беларусь. Она же вам неприятна, вы же ее не любите, она вам не нравится. Кто ее, подождите, кто не любит Беларусь? Вы ее опасаетесь. Америка как раз очень любит Беларусь. Беларусь поотпускала всех, кого хотели, у них там нормальные отношения, ну как, нормализуются. Нашла способ взаимодействия. Это не про любовь. Нашла способ взаимодействия, да, Америка. Потому что там сейчас логика великой державы, которая ищет как лучше, выгоднее и надежнее, а не как начистить морду тому, кто тебе не нравится. Так вот, Америка нашла этот способ, но он адресует свои услуги... На фоне Венесуэлы и Ирана это звучит, конечно, специфически, да. Да. Значит, но Венесуэла – это их территория, западное полушарие. Иран – это возможность оказать услугу Израилю, да. Ну, что делать? Вот такого рода интересы тоже есть у великой державы. Услуга великой державы, да. Услуга по возможной смене режима в Иране. Хотелось бы, потому что этот режим принципиально враждебен Израилю. Значит, надо его поменять. Это тоже услуга, да. Услуга своему ближайшему военному союзнику на Ближнем Востоке. Но, в принципе, подход прагматический. Отсюда возможность для диалога с Белоруссией.
Что касается Зеленского, он услуги потому, чтобы противостоять России и Белоруссии, их союзному государству, пытается продать вот этой И кто за это существующей заплатит? ныне глобалистской Европе. Я полезен, он хочет сказать, я могу быть еще гораздо полезнее, но вы меня плохо снабжаете, плохо вооружаете, мало даете денег, и главное, вы политически ненадежны, вы неустойчивы, вы бесконечно встречаетесь со мной, вы что-то обещаете, вы хлопаете по плечу, обнимаете, фотографируетесь, а потом раз за разом я приезжаю на очередные форумы, и все снова повторяется. Он же сказал про день сурка, да? Да, Все день повторяется сурка. как все повторяется, как вот в фильме про день сурка, и вы никуда не движетесь, вы все там же, и вы все те же. Могли бы у меня за существенно большие деньги купить очень серьезные и нужные вам услуги. Вот это он транслирует сейчас в Европу, в том числе пытаясь демонстративно задевать таким образом президента Белоруссии. Думаю, что не купит Европа эти услуги, там уже некому покупать, и денег нет, и поэтому у него есть план «Б» у Зеленского. Знаете, какой план «Б»? Он понимает, что не купит, и поэтому таким образом выступал в Давосе. Он напоминал им не столько даже, это был не столько маркетинг с предложением, сколько напоминание, что смотрите, какой выгодный контракт со мной вы потеряли. А вот альтернатива следующая. У него остался один актив, которым он может доставать Европу. Это собственное обвальное поражение. Смотрите, как может звучать теперь альтернативный такой ультиматум, исходящий от Зеленского. Ах так? Вы со мной, значит, так? Вы меня тоже хотите бросить, как и Трамп? Да? Значит, так вот, если сейчас я все разом проиграю, если я все здесь обвалю, если здесь произойдет катастрофа, и если открою все это пространство, вы представляете, какой будет ужас и кошмар? Причем не в 30-м году произойдет катастрофа, когда вы там подготовитесь, вооружитесь, там промышленность создадите, войска себе заведете. Нет, а прямо сейчас, когда у вас ни денег, ни оружия, никакой готовности себя защищать, и Трамп вас не спасет. Вы представьте себе, что я сейчас обвалю, я перестану держать этот щит между вами и вот этой ратью дикой евразийской. Я перестану держать этот щит. И все это обрушится на вас прямо сейчас немедленно. Да. Представили себе? Не хотите? Значит, так вот, все-таки помогайте, все-таки обеспечивайте, все-таки поставляйте. Вы можете несите денежки. Прокомментировать, а зачем Россия объявила международный розыск Юлию Тимошенко? Это сообщение об этом вот прям в момент нашего эфира поступило. Серьезно? Да. За фейки о российской армии. Заочно арестована в России и, так сказать, в розыске международном от России. Да? Смотрите, она сейчас судится, получается, с украинской властью. Ну, вроде там признали, что денег не брала. На том спасибо. Там, понятно, браслеты, залоги, коррупция в парламенте. И она всячески прикручивает политику сюда. Мол, смотрите, это меня вот потому, что выборы скоро, и вот так. Тут мы видим вот такое решение. Статья еще вот эта за фейки о российской армии, она вообще липнет к любому. Ну вот от любого можно взять, берешь там какие-то там 3-летней давности, 2-летней давности, любой давности, кривое слово против российской армии, ну вот и привет. Означает ли это вот делая коду нашего сегодняшнего эфира, ну, что Россия не рассматривает Тимошенко? Гуляют же слухи, что очередь выстроилась в Кремле, кто будет следующий президент Украины. Так вот, это не будет Тимошенко, по мнению России. Наоборот, она ее топит. Или это, ну, скажем так, хитрость военно-полевая? Ну, не берусь сразу выдать какую-то правдоподобную версию. Юлия Тимошенко и не рассматривалась как президент в новой послевоенной Украине.
Вот из того общения в экспертной среде, которое у меня есть, были предположения, гипотезы, обсуждения и аргументы в пользу того, что Юлия Тимошенко может быть надежным переходным лидером, который в случае неизбежной практически отставки Зеленского станет спикером Верховной Рады и исполнять обязанности будет президента на какой-то переходный период. Она одна из немногих, кто может, да, вот, взять на себя эту тяжкую миссию и довести ее до конца, потому что есть опыт, есть понимание, есть связи, и можно ожидать, что она не перепугается. Это серьезный человек, серьезный политик. И вот такого рода обсуждения в экспертной среде действительно были. И мне тоже казалось это вполне таким вот разумным шагом. Ну, а что касается там президентов в послевоенной Украине, нет, об этом речи не было, конечно. И понятно, что при таком исполняющем обязанности президента, при переходном таком президенте, конечно, должен быть кабинет технократический, серьезный, и там должен быть глава правительства, который может работу организовать по первоначальному хотя бы восстановлению основ жизнедеятельности, основ нормальной жизни. Теперь, видимо, с учетом вот всех последних обстоятельств, связанных с Тимошенко, может быть, там, защищая себя от этого правоохранительного наезда, может быть, она что-то еще там такого неосмотрительного произнесла. Нет, смотри, это политик. Ну, подождите. Ну, это политик. Ну, что значит неосмотрительного произнесла? Зеленского что, объявили в розыск? Судит российская сторона за фейки российской армии? А вот этих вот всех Федоровых там, ну, чиновников? Нет, то есть до других политиков нет. Это тоже как бы такой очень интересный сигнал. Что касается Зеленского, тут действует принцип суверенного иммунитета. В России? Вообще, так сказать, это международный принцип. Хорошо, а министры, международный принцип тоже действуют? Пока глава государства даже со спорной легитимностью, очень спорной, как у Зеленского, все-таки фактически осуществляет высшую власть в стране, другое государство не должно его судебно преследовать. Этот принцип такого суверенного иммунитета, он соблюдался до сих пор, в том числе и России. Суверенный иммунитет есть, а суверенитета нет, получается, да. Значит, Сергей Борисович... А все остальные я не знаю как. Подведем итоги. Что касается Федорова, он, по-моему, уже, так сказать, себя навеки подставил. Значит, итоги опроса. Что из перечисленного может заставить Зеленского России отдать Донбасс России, да, вот Зеленского отдать Донбасс России. 4% пряник Урсулы, 14% доброе слово Трампа, 39% ничего и 44% кнут Путина. Ну, собственно, видимо, по всей видимости, да, мы понимаем, что это военным путем все будет решаться и дальше. Вот так решила аудитория. Ну, мне все-таки кажется, что не обязательно именно военный кнут до конца. Конечно, сохранение военного давления – это с точки зрения России важное условие достижения результата, иначе мы просто получим очередную паузу для продолжения войны после довооружения. А все-таки понадобится и доброе слово Трампа. И я по-прежнему, мы когда-то с вами в нашем эфире предыдущем затрагивали эту тему, ведь Дональд любит исторические сцены, и он постоянно чувствует себя героем, таким почти античным немножко героем, перенесенным в современность. Ну, это было бы красиво. Вот в решающий момент, а может быть даже 24 февраля этого года, приехать ему в Верховную Раду, выступить с трибуны Верховной Рады, адресуясь, значит, к депутатам, сказать: да, вот я Дональд Трамп, я считаю, что я привез вам, как римский консул, да, вот даже, может быть, тогу такую надеть, и вот полы своей тоги поднять вот так вот двумя руками. Я здесь принес вам войну или мир, выбирайте. И сказать, что да, нужно принять. Вот прямо сейчас я поставлю на голосование вопрос о выводе войск.
с территории Донбасса, я поставлю вопрос о создании правительства, Подождите, тут уже не надо ставить правительства вопросы. Здесь надо стабилизации. что-то делать, понимаете? Вы так как-то опять, Пусть голосуют. Пусть скажем голосуют, так... и я уверен, я Кто вот голосуют? Да они мрут, как смотрю, мухи, эти вот этот депутаты. состав, Какой состав? пусть он проголосует. Ведь они все захотят хоть какую-то послевоенную жизнь для себя. И вот он последний шанс ткнуть пальцем в кнопку и получить эту послевоенную жизнь. Я вас уверяю, все проголосуют. И пока они будут тыкать пальцами в кнопку, в этот момент из Киева тихо исчезнет Зеленский. Да, вы... Исчезнет из великого города Булгакова и Ватутина. Исчезнет и останется злым воспоминанием. Да, друзья, заболтались мы с Сергеем Борисовичем. Давайте буквально несколько вопросов от вас в режиме Блиц. Значит, вопрос Сергей Борисович Петр задает. Новые контакты Европы с Китаем для России грозят разворотом Китая к Европе или Европы к России? Как вы думаете? Не грозят. Европа потеряла Китай как возможного стратегического партнера. Напомню, посмотрите, если вы так интересуетесь темой, было великое инвестиционное соглашение при Меркель достигнутое между Евросоюзом и Китаем. Блестящий был документ. Победа была у Европы. Там Европа получала, европейские компании получали в Китае уникальные возможности. Все это коту под хвост в угоду конфронтации между Европой и Россией было спущено. Сейчас Европа потеряла Китай, и никакие маневры ничего не поправят. Угу. Значит, вот такой вопрос. Лина Востроилова. Известного словосочетания «неумолимый ход истории». Можно искать виновных, но не все народы выдержали исторические испытания и остались как индейцы на страницах энциклопедии. Риски у нынешнего украинского национального общества такие есть? Есть. Посмотрите, кстати, на эту тему Гегеля при случае, да, Георга. Значит, он выделял как раз исторические нации, то есть нации укорененные, состоявшиеся в истории, прошедшие успешно через серьезные испытания, накопившие цивилизационный капитал. Вот эти исторические нации, они определяют ход вещей. Ну, а все остальные, так сказать, создают некий шум, некие колебания в тот или иной короткий период и иногда проходят бесследно, а иногда существуют, но на периферии большой истории. Эта картина вполне реальная, я не очень точно передаю гегелевскую версию, но смысл такой. Да, мне кажется, этот великий философ был прав. Угу. Так, вот такой еще вопрос. Собственно, тоже исторический. Извините за то, что длинный. 12 марта 1940 год. Между СССР и Финляндией заключен мирный договор. Финляндия уступила около 10% территории. Потеряла около 70 тысяч человек. 4 апреля 23-го Финляндия стала 31-м членом НАТО. 12 мая 94-го. Карабахская война. Общие потери азербайджанской стороны 40 тысяч человек. Осенью 23-го в результате однодневной спецоперации Азербайджан вернул себе полный контроль над Карабахом. С 1864 по март 1870 длилась Парагвайская война между Парагваем и Бразилией, Аргентиной и Уругваем. А результатом войны стало полное поражение Парагвая, потеря, по данным источникам, от 70 до 90% взрослого мужского населения, 300 тысяч погибших. Гибель большей части страны, уничтожение промышленности превратили Парагвай в одну из самых отсталых стран Латинской Америки. Вопрос, почему ничему не учит история? История все-таки учит, но не все усваивают ее уроки. Вот не надо говорить, что история никому ничего не учит. Великий учитель все-таки, он слишком дорого берет за свои уроки. Значит, теперь по вашим примерам, которые я всячески приветствую. Да, вот так и надо смотреть на опыт, накопленный человечеством. Давайте пройдемся по примерам. Финляндия. Прекрасный был выбор, прекрасный. В ходе фактически проигранной войны, которая угрожала уничтожением государственности и тяжелейшей травмой нации.
Вот очень мудрое и правильное решение, действительно. Причем, посмотрите, я советую, что такое линия по оси Киви-Кекконена. Это так назывался курс Финляндии после Второй мировой войны. Никаких значит, партий злобного реванша в политике невозможно было поднять это знамя и проникнуть в политику и зайти в парламент. Да? Дружба, сотрудничество и партнерство с Россией соседней и подъем экономики. Подъем экономики невероятный, огромный успех Финляндии вот за эти послевоенные десятилетия. Несомненно. Вы знаете, что значит, Кекконен дружил с Косыгиным, кстати, у них была личная дружба. И Косыгин, я вот тут занимался как-то его историей, Косыгин считал, что путь Советского Союза – это сближение с финляндской моделью. Вот. Он считал, что это образец. Он мечтал, чтобы его реформы привели Советский Союз вот к тому состоянию, которое он видел в соседней Финляндии. Лично общался, лично по горам с ним ходил, чтобы можно было побеседовать там у костра. Значит, поэтому позитивно, несомненно, пример, но Украина себе зачеркнула эту возможность зачем-то. Украина при Зеленском, а сейчас еще может вернуться, уже без него. Что касается Армении, да, бессмысленная гонка за призраком Карабаха закончена, но в отличие от Паасикиви и Кекконена, в отличие от финнов, ведь этот самый Пашинян, нынешний премьер, он же не торопится избрать тот же путь, он не торопится взаимодействовать с великим соседом рядом, на котором можно легко было поднять экономику Армении. Он прямо противоположное делает. Он пытается втащить туда Соединенные Штаты и на этом погорцевать и каким-то образом сделать побольше неприятностей для соседней России. Я думаю, что это путь в тупик. И тупик скоро проявится. Вот. Ну, а что касается Парагвая, тут даже и долго и говорить не о чем. Вот вам как раз сделан был выбор воевать до полного разгрома, до полного какого-то военного опустошения. Но получили это опустошение и экономическое, и демографическое, и до сих пор оправиться не могут. Да, к сожалению. Да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшние, скажем так, бдения дневные. Сергей Борисович, спасибо большое за дискуссию, за время и мысли. Вам спасибо. Мира и процветания. Давайте сделаем правильный выбор. Давайте, дорогие друзья. Ну, если, конечно, дадут его сделать. История в том числе. Берегите, друзья, каждый друг друга, каждый себя. Всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого. Увидимся.